Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, таро расклад, события на пороге декабря. События ближайших 2 недель или начала месяца. 3 важных события, достанем 3 карты, узнаем. Конечно, будем реалистами, любой расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Но если так планетарно, 4 числа Венера входит в знак Скорпиона, и это прекрасное время, чтобы состоялись те разговоры, которые способствуют откровению и искренности. Когда мы не сами что-то додумываем, а когда видим глаза собеседника и понимаем какую-то правду. Вот для кого это актуальное прекрасное время. Дважды. Почему? 12 числа у нас будет новолуние в знаке зодиака Стрелец. Стрелец – великий оптимист. Это солнечный, теплый, такой страстный где-то знак, и поэтому мы будем избавляться от какого-то пессимизма, от каких-то сомнений, и больше желаний сосредоточиться именно на своей мечте, осуществить то, о чем мы, может быть, планировали или ставили себе намерение, цель. Это побуждающая сила и жизненная сила вообще. Поэтому будем выметать какой-то ментальный мусор, может быть, из своей жизни. Давайте мы с вами узнаем. Первые 2 карты у нас будут называться «Что придет?», а что уйдет. И далее 3 карты, 3 важных события. Начало декабря. Для вашего знака, как видят карты Таро. Какие-то подсказки, надеюсь, будут. Итак, что придет? Может быть, правда, с королем кубков часто проигрываются эти карты, как наши близкие, супруг, супруга. Или, может быть, ваш партнер, вы не оформили отношения, но проживаете вместе. Или какая-то ваша история, вы вместе все равно. Пусть даже проживание отдельно, но друг другу помогаете. И, по сути дела, вы как единое целое. Здесь может быть... Ну, где-то и смена статуса, такое тоже вполне вероятно. Если в целом что придет энергетически, этот король, единственный король кубков, который умеет плавно и очень грамотно переключаться между 2 составляющими. Как будто там, где нужны эмоции, вопросы любви, личной жизни, личного счастья, он их использует в полной мере. Он готов дарить тепло, ласку, заботу. Но если вопросы какие-то более меркантильные или нужно что-то рационально решить, он умеет вовремя отключить эти самые эмоции, не смешивать как будто все в одну кучу. И это ему позволяет, первое, добиваться успеха. Второй момент, где-то слушая интуицию, не поторопиться, может быть, с принятием решений. Со всеми договориться, опять же, там, где это нужно. И чего-то своего не упустить. Вам придется между этими 2 энергиями переключаться, может быть, как минимум на первые 2 недели декабря. Но для кого-то личная жизнь или вопросы заработка конкретно могут проиграться. Вот такие 2 составляющие будут очень важны. Что уходит? Ну, не могу сказать, как это уходит. 4 пентаклей вообще карта якоря. Но еще и карта жадины. Ну, может быть, какие-то либо подарки, либо что-то вы будете планировать такое с тратами. Может эта карта еще и говорить, недостаток денег уходит. Потому что по 4 пентаклей мы все же больше экономим. Может быть, в целом какая-то... знаете, такая сверхрачительность или сверхэкономия. Она словно вас оставит, потому что будут более другие позитивные энергии. Давайте мы посмотрим на 3 события. Шикарно, мои дорогие. 6 жезлов. И жезл — это у нас дела, работа, бизнес, деньги где-то. И это ведь не просто победа, это еще и карта нам о чем говорит. Держи руку на пульсе буквально, должен все подмечать, потому что основная задача — удержаться как будто. Вот то, чего вы достигли, придется 2 первые недели декабря уделять как этому вниманию и не дать себя сдвинуть как будто и с намеченных позиций. Или то, что вы уже осуществили, не дать оспорить. В принципе, стабильный период, но не расслабишься. Давайте мы спросим, поясним, чем дело кончится. Хотя нам сказали, что победа в чем-то есть. Но, может быть, еще какую-то подсказку нам дадут с вами карты.
Чем же кончится дело в этой прекрасной карте шестерка жезлов? Да правда все хорошо. Рыцарь кубков. У кого-то это могут быть пересечения решений вопросов финансов или деловых вопросов с личной жизнью. Может быть, это будут документы или, в принципе, ваше благополучие. По рыцарю кубков приятное настроение, вдохновение, больше радости, больше приятных эмоций самих по себе. Чем сердце успокоится, давайте узнаем. Не крупная карта. Знаете, и правда, надо сказать, смотрите, у нас выпадает семерка пентаклей. С одной стороны, пентакли растут на дереве. И дерево, понятно, когда корни, один из символов надежности и какого-то прогресса на будущее. С другой стороны, чем сердце успокоится. Не могу сказать, что вот прям для всех сердце успокоится. Хотя для кого-то будет это означать вот тот самый финансовый прогресс, когда уходите вы от какого-то режима экономии. Но есть еще и такой момент, что деньги могут задерживаться. Мои дорогие, пусть это не начало декабря. 13 числа Меркурий переходит в ретро-движение, и он пробудет до 2 января. И мы все знаем, ретро-движение, это как Меркурий, это всегда какие-то задержки или какой-то сбой информации, или то, что мы не можем отменить, какие-то неслучайные случайности, но чаще всего это, где-то неожиданности, это не есть что-то глобальное. Но, к примеру, вот деньги могут задерживаться. Может быть, нам карта говорит, рассчитай как-то, распредели, хотя наперед есть прогресс. Знаете, я больше склонна к тому, что вот эта карта победителя, это просто ваше ощущение, что у вас мало того, что получается что-то, может быть, это как ваш проект или какая-то ваша стратегия для вас, девы, очень важная, которая вам принесет как и прекрасное настроение, так и уверенность в будущем. Я вот думаю, что тут больше эмоциональный фон. Именно благодаря тому, что вы уже что-то сделали хорошо. Давайте мы карту совет. Отдохните. Вот нам буквально так и говорят. Да, действительно, видимо, предыдущий период был достаточно сложный или напряженный, даже эмоционально. Поэтому как будто себе уделить внимание и вообще заниматься только теми вопросами, которые у вас сейчас на повестке дня стоят. По десятке жезлов есть всегда значение «делегируй», как будто часть своих обязанностей, пусть какую-то рутинную работу сделает другой человек, а ты за это время восстанови силы, отдохни. Правда, уставшие люди делают ошибки, и у вас с картой победителя мы говорим, что нужно все контролировать. И есть радость, есть наперед уже какой-то прогресс. Самое время где-то отчасти хоть и контролировать, но дать себе какую-то паузу, может быть. Может быть, позволить вот эти самые эмоции, мои дорогие, как по королю кубков. Давайте мы посмотрим. А второе событие. Королева жезлов. Во-первых, вы можете быть в центре внимания и очень притягательны. С вами захочется дружить. Кому-то будут интересны ваши дела, идеи, ваши темы, которые вы, может быть, разрабатываете. Если вы человек, который занимается творчеством, например, тут сама по себе, как ваша какая-то задумка, так и интерес людей к вам, к тому, что вы делаете. Но по этой карте нам говорят, что да, мы храним молчание, потому что если мы где-то расскажем о своих идеях, буквально могут украсть. И по королеве жезлов она умеет хранить секреты как свои, так и чужие. Но правильная работа с информацией, она умеет выслушать людей. И поэтому она раньше всех узнает какие-то тайны. Она умеет вот так вот лояльно поговорить и, узнав какую-то информацию, словно переложить потом на пользу самой себе. Вот где-то работа с информацией и одновременно ваша идея, тема, дело или ваша даже задумка, которую вы словно можете просчитать, может быть, как тезис-план, и еще на какой-то последующий период, может быть, и 2024 год. Но королева жезлов сами не страдает нехваткой идей сама по себе. Поэтому это у вас может быть такое желание
Все же у нас перед этим выпадает карта победителя, как будто сейчас очень многое в моих силах. Что-то у меня как будто идет на подъем. И самое время выруливать на обгон. Давайте мы посмотрим, чем дело кончится, интересно. Королева жезлов. У кого-то это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Так вот, чем дело кончится? По рыцарю мечей. Правда, если вопрос касается вашего продвижения или продвижения вашего ремесла, хобби, опять же, или какой-то вашей идеи, будьте аккуратны, правда, украсть могут. С учетом рыцаря мечей мы можем также столкнуться с людьми, которые сложные в общении, сложные вообще в контакте, которые нам скорее доказывают или настаивают, чтобы мы приняли их точку зрения. Обычно по этой карте нам говорят: отступи полшага назад, как будто не стоит ввязываться, никому ничего не докажем. Но есть, кстати, такая тема, что мы можем зря потратить время или даже средства, если увлечемся какой-то вау-идеей, а по сути дела она может быть подана и интересна, но за человеком как будто ничего не стоит. Эта карта хорошо проигрывается в том случае, когда мы ищем информацию или пытаемся распутать какой-то гордиев узел. И вот правду мы хотим знать. И правду как будто мы узнаем. Может быть и так, что это человек к вам какой-то приезжает, или сообщение к вам приходит. Такое тоже вполне вероятно, но значит вы будете обдумывать, что же это было. Как будто узнать правду вам придется или захочется. Давайте мы посмотрим, чем сердце успокоится. Вот 2 мечевые карты, посмотрите. И 5 мечей — это всегда первая победа. Это не новая ситуация. У кого-то, правда, проиграется с человеком. Может быть, вот таких ярких энергиях, импульсивных энергиях, когда был либо конфликт, либо потом установилась между вами какая-то дистанция, не сумели договориться, и карта нам говорит по 5 мечей, если чем сердце успокоится, где-то дополняя рыцаря мечей. Держись, как будто позиции стороннего наблюдателя. Никому ничего не докажешь. Опять же, не расширяй вот эту дистанцию конфликта, если это было, имело место. Здесь больше нейтралитет, обе карты говорят, держать, чтобы, с одной стороны, вы смогли осуществить какие-то свои идеи, мои дорогие девы, и у вас не было помех, грубо говоря, чтобы никто не затаился, понимаете? А потом через какое-то время, какой-то сюрприз для вас не создался. Видимо, общение делить надвое и предполагать, что то, что люди говорят, это не есть то, что они думают. С другой стороны, здесь эти карты говорят о том, что в прошлом, вот по 5 мечей, могла быть вроде как ваша победа в чем-то, но вдохновение она не принесла. Или, может быть, это касается отношений. Тоже мы как будто настояли на своем, но радости от этого тоже не получили. И поэтому все равно карта говорит: не доказывай ничего. Вряд ли это получится с учетом этих 2 карт. А вот, наверное, как вот в 4 числа, если мы говорим Венера в Скорпионе, проговорить что-то, проговорить откровенно, если, конечно, собеседник настроен, а по рыцарю мечей может быть и не настроен, правда? Тут могут быть... Вот недаром рыцарь мечей — это карта в колоде Таро иллюминатов, называется «Борец без причины». Очень четкая фраза, характеризующая эту карту. Тут доказать что-то невозможно, и голосу рассудка призвать как бы человека тоже не получится. И если вы правда сталкиваетесь, мои дорогие девы, с таким персонажем, как будто вообще нет смысла что-то доказывать или даже пояснять, это как все в пустоту. Давайте мы карту совет достанем. Интересная ситуация. Тут действительно вам надо сохранять свои позиции. Сколько людей, столько и мнений. Но ваша победа, она должна быть удержана, закреплена. Давайте мы узнаем совет от карт. А тут, смотрите, что-то будет меняться. Тут надо, правда, держать руку на пульсе. Колесо фортуны. Это какие-то могут быть новые возможности. Может быть, новые возможности уйти
от прежних, ну, вот таких дистанционных отношений, от недопониманий у кого-то из вас. Знаете, как может быть? Иногда по рыцарю мечей проигрывается проверяющий. Ну, правда, будьте внимательны, если вы занимаетесь или отвечаете за подготовку документов, какую-то систему отчетности. Проверьте на всякий случай все в деталях, чтобы не было для вас самих каких-то сюрпризов. Так вот, знаете, что я хочу сказать? Для кого-то из вас, мои дорогие девы, даже патовая ситуация как-то может, ну, наверное, пространство, время, Вселенная вам будет помогать кардинальным образом изменить вот эту позицию. И если мы говорим об этой карте, вы можете принять окончательное какое-то решение по той ситуации, которая вас не просто разочаровывала, а словно даже обесточивала. Вот как эта самая первая победа. И кардинально на 180 градусов изменить вашу ситуацию. Может быть, у кого-то еще и другой вариант. Все-таки у карт очень много значений. Когда на работе, например, к примеру, вы переложите на свою житейскую историю какую-то, или были у вас такие люди, один человек в вашем окружении, которого никогда не хотелось видеть. Он постоянно вам либо палки в колеса вставлял, либо сама персона неприятная. И здесь человек по каким-то своим причинам словно уходит из вашей жизни. Работу меняет, сосед переезжает. Ну вот что-то такое, потому что так или иначе по колесу фортуны, как будто фортуна вам помогает больше укрепить свои позиции и достичь того, чего вы хотите. Вот такое какое-то событие может быть, но из разряда неожиданности. Все же колесо фортуны – это и есть неожиданность. И нам придется быстро принимать решения. Где-то будьте готовы в первые 2 недели декабря. Может быть, это придется куда-то поехать для кого-то из вас. Или еще какую-то задачу решать, и мы не отложим на потом. Третье событие. Шикарно. 4 жезлов. Вот это прекрасно, когда 4 пентаклей на 4 жезлов. Это тоже якорь, это уверенность, но это не карта жадины, экономии. Это карта праздника после победы. Победа и праздник после победы. И на этой карте у нас семья изображена. Поэтому эта карта включает как и эмоциональный фон, радость, счастье, взаимопонимание с вашими близкими, с вашими детьми, где-то вашими родственниками. Вопросы или успешное решение вопросов, связанных с недвижимостью, с переездом. Это, безусловно, карта добавляет значение к карте победителя, как будто удачно будут складываться и вопросы работы, бизнеса и заработков, денег. Шикарная карта, которая и про настроение, ну, где-то и про вопросы, которые касаются меркантильных каких-то наших интересов, как будто все вместе соединяется и дает вот нам такую уверенность в жизни. Прекрасно. Значит, что-то вы тут можете, ну, как-то кардинально изменить, я бы так сказала. Давайте мы уточним, чем дело кончится, тем не менее, хотя карта нам уже все рассказала. И все же, ну правда, туз кубков. Тут нет смысла дальше тянуть карты. Туз кубков – это радость, это счастье, это удовольствие от жизни. И нам просто дополняют этого значения и говорят, что как в личной жизни можно для себя, знаете, прочувствовать вот эту, может быть, новую алхимию любви. Для кого-то из вас, если есть необходимость проговорить важные вопросы, прийти к общему знаменателю, если раньше не получилось. Чем-то вдохновиться, мои дорогие девы. С другой стороны, если мы говорим про вопросы для кармана, и тоже эта карта в этой колоде предусматривает, посмотрите, 2 золотые рыбки. А рыба – один из символов благополучия и благосостояния. Вот какая-то радость, счастье, удовольствие от жизни приходит к вам в течение первой половины декабря. Буду благодарна вашим откликам, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя, правда, успешный период. Причем успешный дважды тем, что какую-то ситуацию либо вы меняете, либо где-то еще и пространство, случай, может быть, вам помогает. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.